Всем привет, это Эффект Призм. И сегодня я вам покажу, как сделать анимацию во Fusion без использования ключевых кадров. Для чего это нужно? Для того, чтобы, если вы измените длину Fusion композиции даже после окончания всех работ, ваша анимация не ломалась. Ну что же, давайте начнем. Берем пустую Fusion композицию, перетаскиваем ее на таймлайн и переходим во Fusion. Теперь наша диаграммка будет круговой, поэтому сначала нам нужно нарисовать круг. Для этого нам понадобится нода Background и маска в виде круга. Теперь соединяем нашу маску с бэкграундом. Выведем бэкграунд в левый вьювер и давайте выберем какой-нибудь цвет. Я выберу под цвет глаз, то есть красный. Вот пусть будет вот такой. Теперь нам нужно настроить нашу круговую маску. Для того, чтобы получилось кольцо, нам нужно убрать чекбокс Solid и придать какую-то толщину границам нашей маски. Поэтому подкручиваем параметр Border Width на свое усмотрение. Пусть будет где-то вот такая толщина. В принципе, можете поставить абсолютно любое значение. Здесь это роли никакой не играет. Теперь, смотрите. Нам понадобится сейчас анимировать параметр Length нашей круговой маски. Смотрите, за что он отвечает. Он, в принципе, как раз и делает то, что нам нужно, то есть замыкает кольцо. Для того, чтобы этот параметр зависел от длины композиции, и для того, чтобы нам избежать ключевых кадров, создания их вручную, то есть в самом начале и в самом конце, для того, чтобы мы могли изменить длину композиции, при этом наша анимация не слетела и не нужно было бы ничего переставлять, нам понадобится модификатор. Для того, чтобы применить модификатор, нажимаем правой кнопкой по этому параметру Modify With и выбираем Anim Curves. И здесь, в принципе, нам практически ничего менять не нужно. Смотрите, нам необходимо, чтобы длина в самом начале была 0, а в конце 1. Давайте для начала модификатор удалим, для того, чтобы я мог показать. То есть теперь у нас сейчас наша маска представляет собой точку при значении length 0. А при значении 1 она у нас полная. Соответственно, от 0 до единицы должно изменяться это значение на протяжении длины нашей Fusion композиции. Поэтому, опять же, выбираем Anim Curves и, смотрите, переходим во вкладку Modifiers. И Offset – это стартовая точка, Scale – это конечная точка. Здесь значение также в числах, как и тут. Соответственно, мы начинаем с 0 и до единицы. Если это был бы какой-то другой параметр, где вам нужно было бы доходить до значения 2, соответственно, здесь ставим 2. Или начинать не с 0, а с какого-то значения, там, допустим, 0,2, да? Тогда получится, что перейдя в нулевой кадр, мы увидим, что у нас тут уже 0,2 длина нашего кольца. Но нам нужно от 0 стартовать, соответственно, получается так. И смотрите, если мы проиграем сейчас Fusion композицию, то уже у нас получается полное замыкание кольца в самом конце композиции. Если мы вернемся в Edit и растянем Fusion композицию, или сожмем ее, неважно, то смотрите, что произойдет. Анимация стала медленнее, естественно, потому что Fusion композиция стала длиннее. И она также замкнется в самом конце. В данном случае никакие другие параметры в этом модификаторе нам менять не нужно. Так, теперь давайте разберемся с тем, как нам вывести значение процентов. Для того, чтобы написать проценты, нам понадобится, естественно, нода Text Plus, и вот в ней у нас будет происходить основная магия. Для того, чтобы все это реализовать, нам понадобится expression или выражение. Поэтому выделяем ноду
текст, нажимаем правой кнопкой по текстовому полю в ней и выбираем пункт Expression. И сейчас я максимально подробно постараюсь объяснить, что именно мы здесь будем делать. Итак, для начала нам нужно получить значение в процентах. Мы опять же будем делать всю анимацию на протяжении всей Fusion композиции, соответственно, что есть проценты в данном случае? Это номер текущего кадра, деленный на общее количество кадров в композиции. Для того, чтобы мы могли изменить длину композиции и при этом наши значения не слетали, нам нужно, чтобы у нас было какое-то значение, точнее, какая-то, условно говоря, переменная, в которой хранится общее количество кадров, а также какое-то свойство, в котором хранится всегда текущий кадр этой Fusion композиции. Давайте начнем с общего количества кадров. Здесь давайте уберем конструкцию, которая по умолчанию появляется. Итак, общее количество кадров хранится в следующем объекте. Выглядит он так. Comp. И это объект, в котором есть множество свойств, но нам понадобится вот такой объект. Render end. Вот здесь хранится общее количество кадров. Смотрите, если мы выведем текст в правый вьювер, то вы увидите здесь 250, потому что наша композиция состоит из 250 кадров. Видите, мы перешли в последний кадр и видим 250. Итак, теперь нам нужно на общее количество кадров разделить текущий кадр. Текущий кадр хранится в объекте time. Точнее, это даже не объект, а просто внутреннее такое свойство или переменное. Даже скорее я бы назвал ее, наверное, константой. Time. Давайте пока что уберем render_end. И оставим просто time. Смотрите, в каком бы кадре мы ни находились, вот сейчас мы в 118, и здесь выводится 118. И теперь нам нужно time разделить на comp render end. Что у нас получается? Вот такое дробное число. Но нам дробь не нужна, и вообще нам нужны проценты. Поэтому давайте для начала все это дело округлим. Для того, чтобы округлять, есть значение floor. Кстати, я думаю, люди, которые знакомы с программированием более или менее, вообще прекрасно понимают, о чем здесь идет речь. Если у вас с программированием не очень хорошо, и вы в целом себе не представляете, что это такое, то тогда просто пока что запоминайте, что я делаю. Потому что вообще, по сути, здесь сейчас это, такое очень упрощенное программирование на самом деле. Но здесь на самом деле ничего сложного нету, очень легко гуглится вот эти вот все свойства, которые я использую. Итак, нам нужно округлить. Для того, чтобы округлить, есть функция floor. Давайте ее запишем. Floor, и эта функция округляет все числа, которые мы в нее передаем. Передается значение в эту функцию через скобки, поэтому time, деленное на comp render_end, нужно взять в скобки. Обычные круглые скобки. И что у нас получается? Получается 0, потому что у нас было значение до единицы. Поэтому он все это округлил в 0. И теперь для того, чтобы получить нормальное значение, нам нужно time, деленное на comp render_end, еще и умножить на 100. И тогда у нас, смотрите, получается проценты. В общем-то, пока что совершенно ничего сложного. Теперь, что хотелось бы? Сюда нужно добавить проценты. Значок процентов. Это, конечно же, можно сделать просто второй нодой текст, просто вывести ее. Давайте пока объединим сейчас background с нодой текст. В левый вьювер выведем merge
И у нас вот такая конструкция, да. Мы можем взять вторую ноду текст плюс, вписать в нее значок процентов, также добавить к ноде merge. Давайте выведем в правый вьювер. Пока что проценты у нас накладываются на наше числовое значение. Можно отодвинуть по x. И, в общем-то, все готово. Но это не самый оптимальный способ, не самый красивый, потому что здесь может быть не только двузначное число, оно может быть однозначным. Может здесь появиться и третий значок, ну, допустим, в каких-то других случаях. Поэтому давайте сделаем более универсальным методом. Уберем лишнее пока что. Так, смотрите, как мы должны в этом случае доработать наш expression. После всего, что мы уже написали, ставим две точки, нажимаем пробел, и здесь в кавычках, одинарных или двойных, по-моему, здесь неважно, вписываем символ процента. И получается вот так. Если вы хотите добавить пробел перед символом процент, добавьте его здесь внутри кавычек, и получится вот так. Давайте проверим с одинарными. Должно, по идее, работать точно так же. Да, роли абсолютно никакой не играет. Если вы хотите после этого добавить еще какое-то выражение, опять же, ставите две точки пробел, и здесь, например, можно вывести... Давайте сделаем вот так. Off. И... Допустим, вот возьмем еще. Добавим вот такую строку of 100. То есть 50% из 100, например. Ну и пробельчика не хватает. Вот так. То есть таким образом вы можете сделать, вывести абсолютно любые какие-то значения. Если вам нужен просто текст не забывайте обрамлять кавычками, потому что по-другому DaVinci будет считать, что это какое-то именно выражение и будет пытаться его просчитать. А нам здесь, например, число 100 нужно вывести именно как текст. Но в данном случае нам это не нужно, мы вводим просто проценты. Поэтому оставим вот так, с пробелом. Пусть будет так. И подключаем это все к выходу. В принципе, анимация готова. Она теперь никак не зависит от длины, точнее наоборот, она теперь зависит от длины, но нам не нужно переключать ключевые кадры. Достаточно просто. Теперь это можно все дело доработать так, как вы хотите. Например, можно добавить ноду Glow для того, чтобы светился круг, как-то ее докрутить, подкрутить так, как вам нравится. Например, вот так. Вот, собственно, и все. Вот такой простой способ сделать анимацию. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.